Так, всем привет. Буду начинать новую торговую сессию. Вчера я закончил торговлю на балансе в $144. Сегодня начинаю уже с такого. Так, риск у меня на день $5. То есть максимально, куда я могу упуститься за сегодняшний день, это 139. И ниже нельзя никак. Постараемся сегодня не нарушать, так как я последнее время заметил небольшую тенденцию, что участились у меня нарушения. Захожу на чуть больше объем, либо же перезахожу. Но сегодня постараемся все сделать красиво и максимально без нарушений с правильными сделками. Так что начинаю поиск интересных монет и ситуаций. Посмотрим. Так. Пока у меня здесь чувство, что цена может довольно сильно начать падать. Нету никакой уверенности, что цена пойдет дальше вверх. Можно зайти в шорт с минимальным стопом, плюс мы начали вкатывать, сделали небольшой перехай и начали вкатывать вниз. Те, кто ищет ложные пробои, могут здесь спокойно заходить. Поэтому я, наверное, здесь открою сделку в лонг и постараюсь взять 1% движения. Возможно, здесь даже немножечко уменьшить. Да, нужно, наверное, было зайти на на объем в 1,5 раза больше, но я на автомате зашел в 2, так как мне показалось, что в моменте можем уже сейчас пойти. И да, кстати, у меня очень маленький стоп-лосс на этом вышел. Сейчас мы выставлю в токенах 55. Выставлю take profit в токенах сейчас быстренько 55 324. Ну, скорее всего, у меня здесь ошибка, что я с очень маленьким стопом зашел. Поэтому нужно не рисковать и не брать большое движение. Я рассчитывала здесь, что будет какой-то небольшой импульс вверх, либо же полноценное движение. Но, к сожалению, перед этим, походу, меня может спокойно закрыть, так как я зашел слишком с маленьким стопом и пожадничал немножко. Но при этом риски я не увеличил, все по стратегии и просто немножко зашел на большую позицию с меньшим стопом и закрылся здесь по стоп-лоссу. На 5-минутке мы пока не возле нас нет никаких уровней. Начинается, но тут полное желание заходить только в шорт, поэтому нужно... Давайте зайду, постараюсь на быструю сделочку в лонг. Так, сейчас я постараюсь объяснить, если меня быстренько с квизом каким-то не выбьет, логику входа. А меня выбило, к сожалению. Две сделки я закрыл с убытком. У меня было 44, стало 41. То есть у меня $2 запас на сегодня, который нельзя превысить. Вот здесь мне нравится зайти в лонг. Так что на пробое 92 я, наверное, зайду в лонг, потому что мы видим, что силы покупателей нету, цена поджимается все ниже и ниже, и в любую секунду может продолжить сильные движения вниз. Тем самым дая нам возможность зайти в позицию в шорт. Кстати, возможно, нужно заходить уже вот здесь, а не ждать никаких. Но я хочу зайти чуть по лучшей цене, зайти
Вот, кстати. Отлично, все, я зашел в хорошем месте в лонг, потому что мы видели, что цена резко опустилась, не было никаких откупов, цена довольно сильно дальше поджимается вниз, видно, что силы покупателей нету, и мне показалось, что на этом большинство трейдеров начнут заходить в шорты вот здесь, будут пытаться ловить вот такие продолжения падения, скажем так. И на фоне вот этого я решил открыть здесь лонг, что их закроют. А у меня стоп-лосс не сработал. У меня стоп-лосс почему-то не сработал. Ну или не дошло к нему, я не понял немножечко. Странно. Не, походу у меня просто не дошло к стоп-лоссу. Просто именно на волатильных монетах бывает такое, что стоп-лосс не работает и цена идет дальше. Стоп. А у меня я немножко потерялся. Сейчас так, настройки быстренько. Размеры ордеров. Я уже начинаю немножечко творить хуйню, скажем так, поэтому сколько у меня нельзя выходить за 139. Так что это моя последняя сделка. Если она закрывается по стопу, на этом торговая сессия закончена. Быстренько выставим take profit, если будет в монетах. Я хотел здесь взять может 2% движения. Вот такое чувство, что здесь все же может продолжиться движение вниз. Наверное, здесь логика входа была не особо верна. Посмотрим. Если будут медленные какие-то маленькие зеленые свечи и будут давать возможность зайти в лонгистам, то это для нас плохой знак. И нужно будет, наверное, даже по рынку закрываться. Только быстрое какое-то сильное движение играет нам на руку. Давайте, наверное, пусть пока стоит 2%, и если импульсное движение не будет там на 2%, то я просто закроюсь на 1%. Все, я закрыл позицию, взял один здесь процент, но снова же, как я говорил в начале видео, постараюсь без нарушений, тут я перезаходил в этих сделках. А по моей торговой стратегии я не должен был перезаходить. Я думаю, это происходит потому, что я вижу, что, например, интересных монет для меня сейчас мало. И если я словил какой-то стоп-лосс, то закрывать для себя торговлю на этой монете мне некомфортно. Я начинаю перезаходить, начинаю как-то пытаться использовать волатильность этой монеты по максимуму, и, к сожалению, на этом нарушаю и в большинстве случаев теряю деньги. Вот так вот. Вот тут, кажется, мне можно словить буквально быструю так, R take profit. Вот быструю какую-то сделочку. Так, у меня немножко подвисло. Тут объясняю, почему я зашел. Потому что мы подошли к какому-то уровню поддержки, возле которого цена обычно двигается. Она сделала резкий импульс, немножко постояла, сделала импульс, постояла. И как мне показалось, что трейдеры на вот этом остановке, на вот этой могут заходить в лонги. Поэтому после резкого импульса я зашел в шорт на то, что продолжится вот это резкое движение вниз. Но, к сожалению, здесь похоже, что я был неправ, и, возможно, меня закроет и в убыток. Потому что цена все же подходит вверх понемногу. Или нет. Сейчас увидим результат.
Так. Да, здесь у меня закрылся Take Profit. Но я уже вижу, что я немножко начинаю входить в азарт, поэтому, наверное, буду заканчивать торговлю. Я, к сожалению, снова нарушил, и с этим надо что-то делать. Я сажусь торговать с полным ощущением того, что я сейчас смогу не нарушать, я торгую все верно по стратегии, но вы все видели, как проходит в процессе. В моменте я почему-то перезахожу и не могу сдержаться. У меня есть теория насчет этого, потому что я не могу нормально принимать убытки, но это более такая длинная тема, в которую, я думаю, позже записать прям полноценное какое-то видео чисто на эту тему. Пока у меня нету на канале никаких разговорных видео на данный момент, но в будущем с большой вероятностью этот формат добавится, так как есть что рассказать. Так что вот так. Захотеть я, наверное, уже никуда не буду. Подвод- Подводим итоги. Эту торговую сессию мы закрыли в убыток. Начинал я с 144, сейчас плюс-минус 143, минус доллар на этой торговой сессии. Вот так вот сделал я. Кстати, там несколько штучки 4-5 сделок, но большинство из них было по нарушению, и в них заходить не нужно было. Так что на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел.